Было это внезапно. Вспышки молнии освещали путь одинокому грузовику в мерцающей грозовой темноте. В этот миг мир для многих из нас перестал быть прежним. В этот миг родилась легенда. Холодная весна 2007 года стала ключевым событием в мире игровой индустрии постсоветского пространства. Именно тогда в свет вышла, можно уже сказать, культовая игра «Сталкер. Тень Чернобыля», покорившая сердца многих и по сей день имеющая огромную аудиторию фанатов по всему миру. Параллельно этому, за год до выхода первой части «Сталкера», бывшими сотрудниками GSC Game World была создана компания 4A. Обе компании работали параллельно над своими проектами. Работы осуществлялись буквально через стенку друг от друга, о чем разработчики говорили сами, и это очень важный момент, к которому мы вернемся в будущем. «Сталкер» представляет из себя шутер с элементами RPG, где мы выживаем в чернобыльской аномальной зоне отчуждения. «Метро» — это шутер, где нам предстоит выживать в вымышленном, недалеком будущем постапокалиптической России. Раз за разом при прохождении данных серий игр я находил для себя ряд порой незаметных с первого взгляда деталей, которые пересекали две этих серии игр между собой. О них и пойдет речь в данном видео. Кто-то скажет, что это были пасхалки и отсылки. Кто-то, что такого просто не может быть, и я ищу то, чего на самом деле нет. Но я постараюсь доказать, что «Сталкер» и «Метро» — одна вселенная. Глава 1. Хронология. События вселенной Сталкер можно считать, что начинается с первого выброса, в результате которого и образовалась Чернобыльская аномальная зона отчуждения. Это 12 апреля 2006 года. В 14 часов 33 минуты произошел сбой при проведении экспериментов осознания. Это событие положило начало всему. И только через 5 лет мы увидим зону такой, какой она стала. Переходим к приквелу «Сталкер. Чистое небо». В нашем ПДА указана следующая дата – 10 сентября 2011 года. «Сталкер. Тень Чернобыля» – 1 мая 2012 года. «Зов Припяти» – 3 августа 2012 года. Именно в такой последовательности происходят события, привычные нам вселенной. Больше никаких частей Сталкера не выходило. Следовательно, известные нам события этой вселенной завершаются в 2012 году. В сеть еще утекали дизайнерские документы по продолжению серии, а именно всеми ожидаемый «Сталкер 2». Но как я ни пытался, я не смог найти там никакой хронологии или дат. Однако видно, что прошло немного времени, так как там присутствует всеми известный стрелок. В роли научного сотрудника не час. Болотный доктор, все тот же Барстер Рентген и многое другое, знакомое по прошлым частям. Но GSC сами отказались от данного сценария, и учитывать мы его не будем. Переходим ко вселенной «Метро». Отправной точкой ее событий можно считать день, когда произошел мировой ядерный конфликт, или, как его называют, «Судный день». День, когда планета была выжжена ядерной энергией, а большая часть людей погибла, оставив вместо себя лишь призраков и воспоминания в различных дневниках, записках и аудиозаписях.
событие случилось 6 июля 2013 года, что происходит после событий игры Сталкер Зов Припяти и вписывается в теорию единства вселенных этих игр. Разберем, как началась война. По словам создателя вселенной Метро 2033 Дмитрия Глуховского, сторонами войны являются Россия и Запад. Об этом нам также говорится в самой игре. В сети есть масса материалов, которые рассказывают нам в деталях о начале конфликта. Можно их пересказать, чего хватит на отдельный ролик. Но сейчас не об этом, а лучше задать себе вопрос. Что происходит за пределами зоны в большом мире во вселенной игры Сталкер? И как зона могла повлиять на большинство стран? Может быть, именно возникновение зоны и страх перед ее расширением на всю территорию планеты Земля, что происходит регулярно во вселенной Сталкер от выброса к выбросу, и вызвали данные беспокойства и рост ядерного потенциала. Однако мы знаем, что попытки уничтожить зону ядерным оружием могут привести к ее расширению, в связи с чем это никогда не применялось. В то же время из зоны идет постоянный поток артефактов для различных целей. Взять хотя бы в пример использование артефактов для гаусс-пушки. И дабы уравнять силы в гонке вооружения, большинство стран начало производить ядерное оружие, и вот здесь уже можно приплести влияние зоны к судному дну. Ну а дальше мы знаем, что произошло. Однако, где есть зона, там есть и мутанты. Глава 2. Мутанты. Начнем, пожалуй, с самого явного сравнения между Стражем из Метро 2033 и Химеры, показанной на концепт-арте, дизайн документов Сталкер 2. Сходство определенно есть, но не стоит забывать, что между событиями игр промежуток времени в 20 лет, и внешний вид Химеры мог измениться. Даже сами Стражи изменили свой вид между событиями Метро Луч Надежды и Метро Исход, а прошло всего около года. Хоть мы ранее говорили, что дизайн документа учитывать не стоит, но нельзя не заметить явное сходство между этими мутантами. Далее перейдем к полтергейстам. В серии игр Сталкер мы встречали полтергейстов двух типов. Обычный, который перемещается как сгусток электрической энергии, и огненный, похожий на участок нагретого воздуха. А теперь стоит обратить внимание на то, что мы впервые увидели в Метро 2033. Глава 4. Хан. Аномалия. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Замри. Внешне это явление напоминает известные нам Электры, или скорее Теслы, аномалии Сталкера. Но нельзя не заметить, что у нее есть некое подобие разума. И только в случае угрозы или при наличии препятствия она начинает атаковать. Это можно понять и при последующих встречах с ними в других частях и DLC. А теперь обратимся к описанию полтергейста. При приближении человека старается улететь и спрятаться в какое-либо укрытие, но все равно продолжает нападение. Быть может, полтергейсты за все эти годы не только изменились внешне, полностью превратившись в сгустки энергии, что мы уже видели в Сталкере Зов Припяти, где обычные полтергейсты не имели тел, в отличие от Теней Чернобыля, где при их убийстве мы видели тело гуманоида. Но также они стали умнее, опаснее и, подобно людям, пытаются выжить и понапрасну не тратят свою энергию, а аккумулируют ее, чтобы в момент опасности защитить себя, в чем я убедился при встрече с подобным полтергейстом в Метро Исход на локации Волга. Сложно сказать точно, что это новый ли вид аномалии Тесла с разумом, или новая ступень развития полтергейстов, но явные сходства точно имеются. Перейдем к самому интересному, возможно, самому опасному. Все мы знаем контролеров и что происходит при встрече с ними. В мире Метро есть странное неизученное существо. По воздействию на человека похоже на сталкерского контролера. При его виде люди испытывают жуткий стыд, подобно попавшемуся безбилетнику. Прозвали его кондуктор. Появляется он внезапно и буквально из ничего. Нет никаких примет, способных предсказать его появление. При его появлении человек начинает испытывать отчаяние и страх. Выжившие говорили, что в этот момент они много потели, мгновенно теряя несколько килограммов веса. Тех, кому подходил кондуктор, после этого никто не видел. По одной из версий, кондуктор — это
Это монстр, обладающий гипнотическими способностями, который подавляет волю, но работает не персонально, а по площадям. Встречается данный мутант в книге «Путевые заметки» Владимира Березина. И здесь можно сказать, что книги не от оригинального автора не относятся к лору вселенной, если бы не одно «но». Это первая книга, которая входит в общую вселенную Метро. Книга, вышедшая в декабре 2009 года и лично одобренная Глуховским, как и другие 110 произведений саги. Так что тут все более проще, чем в Сталкере. Кто знает, может за прошедший срок контролер изменился, стал сильнее и опаснее. Связь между этими двумя мутантами определенно есть, о чем даже говорят их прозвища – контролер и кондуктор. А мне, друган рассказывал. Про хозяина туннелей, типа, слыхал? Не в курсах чисто, а чё там? Там такая залипуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях. Если к туннелю крайнему поближе сидеть, ну типа, пацаны какие у костра греются или чё? Иногда один встает реально и уходит в туннель. И все. С концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригадой ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так позвали, полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, рассказал аж холодно стало. Глава 3. Гаусс-пушка. Следующее доказательство является спорным, но обойти его стороной нельзя. К тому же есть пара интересных моментов, которые говорят, что оно верно. Во вселенных Сталкера и Метро есть один схожий вид оружия. Это Гаусс-пушка или изделие номер 62. И рельсотрон или рельса. Внешне они немного похожи, и на первый взгляд можно подумать, что в них используется одна и та же технология. Но это не так. В рельсовой пушке снаряд или его часть расположены между параллельными или коаксиальными токонесущими шинами, и через него пропускается ток, после чего он ускоряется. В Гауссе снаряд втягивается в одну или несколько катушек. Принцип соленоида. Принципы работы совершенно разные, да, но давайте разберем более детально. И там есть система разгона снаряда. Это катушки, токонесущие шины. В обоих случаях есть конденсаторы, которые передают энергию на указанные элементы. Для их зарядки требуется либо аккумулятор кассеты с частицами артефакта вспышка. Да, и внутри Гаусс-пушки нет никакого артефакта вспышка или батарейка, так как их частицы только используются в этих кассетах-аккумуляторах. Для зарядки рельсы требуется ручная зарядка аккумуляторов с помощью динамо-машины. И вот тут возникает вопрос. Неужели пара нажатий на ручной зарядник дают столь большую энергию? В реальном мире рука отсохнет жать на динамо-фонарик, не говоря уже о стрельбе из винтовок. Не исключено, что там имеется система шестеренок и улучшенный аккумулятор повышенной емкости, и все это обеспечивает высокий КПД нажатия. Но возможно и следующее. Аккумуляторы рельсотрона, подобно Гаусс-пушке, содержат частицы артефактов, или, быть может, сама конструкция рельсотрона содержит внутри артефакт, вырабатывающий энергию, а нажатие на динамо-машину подает заряд на артефакт для его активации и частичного освобождения с него энергии. Ведь что-то подобное для получения энергии можно встретить в рассказе Дмитрия Калинина «И будут спать». Но есть тут вещи и поинтереснее. Некоторые необъяснимые штуки, мощные по энергетике, которые можно использовать для различных целей. Одни, как источники энергии, например, батарейка. Учитель похлопал по своему фонарю, висящему на поясе. Я вот приспособил ее для фонарика, и теперь на обычные батарейки не трачусь. Сразу можно сказать, что книги и моды не относятся к лору вселенной. Но ведь этот рассказ из сборника «Сталкер. Чистое небо», подобранный и выпущенный разработчиками игры Сталкер. Следовательно, данные механики можно отнести к лору игры. Скорее всего, рельсы каким-то образом включают в себя артефакты зоны. Либо внутри конструкции, либо в виде частиц внутри аккумуляторов, нужных для зарядки конденсаторов. Глава 4. Аномалии. Как мы знаем, во вселенной Сталкера, чем ближе к центру зоны, тем больше смертельных аномалий можно встретить на каждом шагу. И куда ты теперь? Север. На север. И это могут быть не только археаномалии, что мы видели в Зое Припяти, но даже и целые локации, пространственные пузыри-ловушки. Думай о черном, и река вынесет тебя.
тебя к нему. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Попробуй еще раз, Артем. Смотри! За ним, скорей! Причиной тому является вовсе не радиация, а близость к источнику пробоя ноосферы, в результате чего нарушаются привычные законы мироздания. Поэтому и возникают данные искажения, смертельные аномалии и ловушки зоны. В мире метро аномалии встречаются крайне редко. Мы уже говорили о встречаемой Электре, или правильнее сказать Тесле. Но где же другие аномалии? Или почему же их нет? Их отсутствие можно объяснить тем, что источник пробоя ноосферы либо очень далеко от наблюдаемого места, либо очень слабый. Мы видели аномалии как Электро, так и места присутствия призраков или фантомов на таких территориях, как Москва, Волга, Новосибирск. Их отсутствие на других территориях можно объяснить большим расстоянием от источника пробоя ноосферы. Однако наличие аномалии служит одним из весомых доказательств того, что метро и Сталкер – одна вселенная. Глава 5. Лаборатории. Подобно Сталкеру, в мире метро можно встретить различные секретные комплексы. Одним из них является бункер D6. Также имеет в своем названии в начале буквенный символ и цифру, следующую за ним. В Сталкере в лаборатории Хиггс проводили исследования по различным направлениям, от разработок секретного оружия до создания суперсолдат-мутантов и изменения законов физики. Мы видели, каких показателей удалось достичь в результате действий ученых, и что это породило на свет. И тут возникает мысль, а что если в мире Сталкера это был промежуточный этап некого проекта по разработке чего-то большего, что продолжилось разрабатываться в мире метро, чего-то более страшного или наоборот, того, что сможет всех спасти. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я попрошу их помочь. Глава 6. Черные. Черные – жуткие создания, наводящие ужас на жителей Москвы долгие годы, и являются самыми сильными мутантами в играх серии Метро 2033. Но давайте разберем их способности и внешний вид более детально. Взрослая особь черных значительно отличается от их детенышей. Внешний вид их похож на помесь кровососа, его нижней части, и полтергейста, верхней части. Однако, если рассмотреть строение тела детенышей черных, то можно заметить на его лице некое подобие щупалец, которые имеются у кровососов. Черный. Вверх. Возможно, это признаки происхождения других видов, что даже наблюдается и у людей. Быть может, так как кровосос обладает большой скоростью передвижения, силой, способностью становиться невидимым, а главной регенерацией тканей при ранении, именно его тело было взято за основную часть тела черных в мире метро. Но это еще не все. Подобно кровососам и полтергейстам, черные могут становиться невидимыми, а также наводить иллюзии на своих врагов. А это уже явные признаки свойств контролера. Но помимо этого, черные могут также посылать информацию в мозг о местоположении других живых организмов и, подобно контролерам, общаться с людьми, без желания им навредить. Уходи отсюда, мужик. Уходи, пока цел. Можно сделать предположение, что черные — это смесь кровососа, полтергейста и контролера, и они вобрали в себя лучшее от данных представителей. И может, именно его разработкой занимались ученые в лаборатории Хиггс во вселенной Сталкер. Глава 7. Ноосфера.
Наличие ноосферы является самым весомым доказательством единства вселенных Метро и Сталкер. И там имеются пробои информационного поля Земли. Но я считаю, что этого недостаточно, так как, например, в Вархаммере тоже есть пробой ноосферы. Следовательно, нужно смотреть глубже и уточнить детали возникновения пробоя и его последствия. Как себя чувствует объект 13? Он все еще спит? В Сталкере пробой образовался в 2006 году в результате экспериментов ученых из осознания. В мире Метро пробой ноосферы возник в результате ядерного удара по различным городам планеты. Об этом нам говорит Хан в Метро 2033 в одноименной главе Хан. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Но никто не говорил нам, что это был первый пробой. Вспоминаем первую главу данного видео, а именно хронология. Мы уже говорили, что ядерное оружие могло способствовать расширению Чернобыльской аномальной зоны отчуждения и ее влияния. И возможно поэтому и образовался новый пробой. И быть может не один, а несколько. Как еще объяснить наличие аномалий и зон с призраками в тех или иных местах планеты? В Москве мы видели много чего странного, на Волге уже меньше. Отдаляясь дальше на Авроре, мы добрались до Каспия, где почти что не было аномалий, как их не было и в тайге. Но добравшись до Новосибирска, мы словно вернулись в Москву. Количество аномальных зон зашкаливало. Может, причиной этому большое число жертв ядерной войны на данной территории, но вероятнее всего в мире существует уже не одна аномальная зона, а несколько. Ядерная война изменила нашу планету намного сильнее, чем мы думаем. И возможно в Сталкер 2 мы узнаем, в какую сторону начнет изменяться зона. А неплохой бы вышел сюжет со второй зоны, а? Глава 8. Призраки. Говоря о ноосфере, нельзя обходить страну призраков, фантомов, заблудших душ не только людей, но и мутантов, которые не могут найти себе дорогу на небеса и вынуждены блуждать по этому брошенному миру. Хан говорил, что пробой ноосферы нарушил привычный ход вещей, и теперь человек после смерти навсегда остается в метро. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Но что же происходит в Сталкере после смерти? Среди сталкеров существуют различные легенды о призраках, чего только стоит один черный сталкер со своей водичкой. Встречу ему высовывается рука из-за горла его цап! И такой щиплый голосок отзывается тихонько. Есть мнение, что полтергейсты — это души бродяг, попавших под выброс, а их оболочка становится ходячим трупом в виде зомбированного. Скоро папа вернется, Женька. Еще, например, в Сталкере «Чистое небо» о призраках говорит Орест, Боров. Лесник немного напоминает о людях в Лиманске, но куда они пропали после взрыва, остается загадкой. Об этом городе много лет не вспоминал никто. И правильно. Лучше Лиманскую этому и дальше забытым оставаться. Возможно, подобно призракам из метро, они так и остались блуждать между мирами и никогда не найдут себе пристанище в этом мире. Так или иначе, что в метро, что в Сталкере, возникновение призраков связано с ноосферой. И это еще один плюс к теории единства этих вселенных. Глава 9. Электроника. В мире сталкеров в тех или иных местах можно встретить вполне исправно работающие электрические устройства. Это горящие лампочки, исправные панели открытия дверей, работающие пульты управления установок и многое другое. Считается, что пространство в зоне обладает определенной аномальной энергией, что обеспечивает работу данных устройств. Конечно, есть места, где работают резервные генераторы, источники питания на основе артефактов и так далее. Но все же вышесказанное является более верным утверждением, и причиной всему этому является энергия аномальной зоны. В мире метро, подобно Сталкеру, также можно встретить вполне работающую электронику, даже в тех местах, где быть ее, но никак не может.
Ведь в метро каждый джоуль энергии на счету. Вспомнить хотя бы книгу «Метро 2035», где Артему необходимо было изо дня в день крутить динамо-машину для поддержания энергии на станции. Так что аномальное включение электронных устройств является общим для этих двух вселенных. Но не стоит забывать и об обратном эффекте. В мире метро есть места, где любая электроника напрочь отказывается работать, и тут уже в ход идет проверенная временем зажигалка. Каким-то образом данные места забирают энергию, тем самым не позволяя устройствам работать. Но как это можно соотнести со вселенной Сталкера? В оригинальных частях Сталкера электроника не сбоила даже при выбросах, хотя и должна была. Именно поэтому разработчики ряда модов начали править игру и вводить разные фичи при выбросах, например, как в Ганслингере. Однако важным моментом является то, что самолеты, как правило, не летают над зоной, даже на большой высоте. Лишь вертолеты по безопасным маршрутам и беспилотные аппараты. Спутники не могут сделать снимки из космоса. И это является одной из причин, почему пользуется спросом карта аномалий и переходов. То есть в зоне есть что-то, что не позволяет заглянуть в нее с расстояния. И только сталкерская сеть каким-то образом позволяет отображать на ШМПД различные метки, отряды, территории и тропы переходов. В целом электроника в обоих вселенных ведет себя схоже. Так что это еще один плюс к подтверждение теории единства вселенных метро и Сталкера. Глава 10. Артефакты. Артефакты – одна из причин, почему сталкеры идут в зону. Их находка сулит бродяге приличную сумму денег при продаже последних, и чем ближе к центру зоны, тем больше артефактов можно найти. Говорят даже, что где-то там есть клондайк артефактов. Можно выдвинуть предположение, что раз в мире метро есть аномалии, то должны быть и артефакты. Но так как аномалия встречается крайне редко, то найти артефакт является еще большей редкостью, то есть практически невозможно. Учитывая, что жители метро редко выбираются снаружи, за исключением определенных групп. Следовательно, аномалиям не еще брать материал для выработки артефактов. Возможно, ближе к точке пробоя ноосферы количество аномалий в мире метро больше, и шанс найти артефакты значительно выше. Глава 11. Выбросы. Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. За определенный период времени у точки пробоя ноосферы накапливается огромное количество энергии, и при превышении критического значения происходит ее высвобождение. В Сталкере это явление более известно как выброс. Резкий всплеск радиоактивной, аномальной, псионической активности, уничтожающей все живое на своем пути. И чем ближе к центру зоны, тем он мощнее. После выброса аномалия меняет свое местоположение и возникают новые артефакты. В Сталкере выброс можно встретить в каждой части серии. Однако и в мире метро данное явление также можно неоднократно наблюдать. Стоит вспомнить метро 2033, станция Павелецкая. Перед нападением мутантов можно наблюдать довольно странное явление. Ветер начал усиливаться, а волна мутантов очень напоминает их гон. Но самое интересное происходит по завершению атаки, где Артем словно попадает под волну пси-излучения. И это точно не от мутантов, так как что-то вызвало обильный ветер в подземелье. В продолжение к этому стоит обратиться к метро Луч Надежды. Глава Красная площадь. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Тьма, как назвал ее малыш Черный, приносит с собой сильный ветер, вызывающий мощные разрушения, высокую радиацию, а также пси-активность, в результате которой мы видим души погибших людей. Все это в полной мере соответствует выбросу из Сталкера. Но кто-то скажет, что во время выброса выжить невозможно, и лишь только некоторым в Сталкере это удавалось. Но давайте зададимся вопросом, как снижается мощность выброса по мере удаления от его источника. Правильным ответом будет, что мощность уменьшается, подобно взрывной волне, распространению звука. Примеров можно перечислить множество. Вероятнее всего, выброс в указанных эпизодах метро задел нас где-то вдалеке от своего эпицентра. Ведь в Сталкере выброс на периметре означает расширение зоны, после чего периметр смещают. Так что это еще один плюс подтверждения теории о единстве вселенных. Глава 12. Семецкий. Меня зовут Юрий. Юрий Семецкий. Есть один персонаж, которого нельзя обойти стороной при упоминании таких игр, как Сталкер и Метро. Речь идет о легендарном Сталкере, одним из первых, кто добрался до Монолита и пожелал себе бессмертия. Слышишь меня? Помоги. Я в плен попал. Запомни меня сейчас. Если сможешь, кинь мне ствол и пачку патронов.
Но Монолит, как всегда, исполнил желание по-своему. Семецкий стал бессмертным, но вместе с этим вынужден был погибать каждый день самыми разными способами. В мире метро Семецкого также неоднократно можно встретить. В метро «Луч надежды» на блокпосте бандитов двое братков поминают Юрку Семецкого. И Юрка Семецкий, ну карифан мой, тут чисто как заорет. Глаза, бля, режет! Выбил зажигалку на! Я как ломанулся к станции! Ну и все, попали вообще с концами. А в госпитале на станции Октябрьская Семецкий является одним из умерших от эпидемии. Кого повезли? Не видно тебе. Да разве поймешь? Вроде из 8-го. Точно, из 8-го. Семецкий это, Юрка. Кроме этого, он упоминается в романе «Путевые заметки Владимира Березина» серии «Вселенная метро-2033», где Семецкий является петербургским поэтом, которого уносит хищный мутант Птеродактиль. Как видно, и там есть человек с одинаковым именем, который раз за разом умирает и вновь появляется в разных местах. И при этом существует легенда, что есть некий Семецкий, который обрел бессмертие у Монолита. Возможно, это пасхалка, так как Юрий Семецкий является мемом российской фантастики, известный тем, что умирает в каждом произведении. А возможно и нет. Быть может, события игры Сталкер, поначалу событий метро, он каким-то образом добрался до одних из последних выживших людей, и его историю начали писать уже жители московских подземелий. Есть еще много различных пасхалок, среди которых нельзя не упомянуть известную ссылку на Мечту в метро 2033, глава «Война». Но в данном видео я решил рассмотреть то, что, на мой взгляд, в наибольшей степени описывает теорию единства вселенных, метро и Сталкер. А верить сказанному или нет – дело каждого. Но попрошу тебя, выживший, задумайся на секунду, что если на самом деле разработчики еще тогда, в далеком 2006 году, когда работали буквально через стенку друг от друга, планировали, что Сталкер Метро – это будет одна история, которая изменит судьбы многих из нас. Я не буду спрашивать вас, какая игра лучше, Метро или Сталкер, так как для меня они обе являются легендами. В дополнение ко всему, хочется процитировать слова Андрея Прохорова, разработчика игры Метро. С самого начала идея была в том, чтобы использовать наш опыт при разработке Сталкер Метро и подружить эти проекты. Это было нелегко, потому что, дав игроку свободу, мы не могли контролировать сюжет. Но сейчас мы довольны результатами и верим, что люди оценят их. Понятно, что это были слова про не вышедшую еще на тот момент третью часть серии «Метро Исход», но хочется верить, что здесь сказано больше, чем кажется на первый взгляд. Быть может, всем известный шифр по Сталкеру 2, который разгадывает не один год, уже давно намекает нам на связь этих вселенных. А может, это дата, обозначающая временной промежуток, когда будут происходить события Сталкер 2. В любом случае, всю правду знают только разработчики, а нам остается строить теории и искать во всем этом скрытые детали. Заканчивая данные строки, я попрошу тебя, выживший, об одном. Напиши в комментариях свое мнение по поводу вышесказанного. Найди доказательства того, что я не прав. Или, напротив, укажи, с чем ты согласен. В любом случае, я хочу верить, что Сталкер Метро – одна вселенная.